много сегодня услышали о нутрициологии. Yes? Good. And just to make it a little bit more fun, Добавить немножечко вам в сегодняшнюю программу веселья, вот интересного. I prepared a deck of cards for you. Подготовила для вас эти вот цветные карточки. Who wants to go first? Кто хочет первый попробовать? You take the top one and you show it. Можете показать всем. Carbohydrates. Carbohydrates? Углеводы. Yes? Now we'll try my drawing skills. Ну, я постараюсь вам нарисовать. Не судите строго. Let's see if you can see what this is. Как вы думаете, что это такое? Umbrella, they say? Good. Правильно. And why am I drawing an umbrella? А как вы думаете, почему я рисую зонтик? Protection. No, not easy to know. This umbrella has a name. У этого зонтика есть на самом деле название. Углеводы. It's called carbohydrates. And sometimes when we talk about umbrellas, we mean something that cover many different things. Когда мы говорим иногда о зонтичном термине, мы понимаем, что это что-то, что объединяет какую-то большую тему. Just like several people can stand under one umbrella. Ну, как, например, несколько людей могут укрыться от дождя под одним зонтиком. And in this case, carbohydrates is quite a wide term, И в данном случае термин углеводы, он очень широкий, like a big umbrella. как большой зонтик. Carbohydrates simply means molecules that are made up of carbon, carbo. Hydrate is hydrogen and oxygen. So three Если мы types of atoms. разложим этот термин на составные части, то из чего он состоит? Он состоит из непосредственно углеводов и гидратов, то есть это углеводороды. And out of carbon, hydrogen and oxygen, we can make many different things. И фактически, если мы вернемся к органической химии, то из углеводов, водорода и кислорода мы можем создать огромное количество соединений. And in this case, we will talk about three different groups that belong under carbohydrates. И сегодня мы с вами поговорим о трех больших группах веществ и средств, которые относятся к углеводородам. We have sugars, У нас, разумеется, есть сахара. and the reason why I'm writing sugars is that there are several different types of sugar. И причина, почему я пишу сахара, я не ошиблась, есть действительно несколько вариантов различных видов сахаров. We have starches, У нас есть крахмалы. and starches, for example, are coming from potatoes. К примеру, крахмал из картофеля. Starch is what you would use to make a sauce thicken up. Например, крахмал мы используем для того, чтобы сделать густой соус. And then we have dietary fiber. И также у нас есть диетическая клетчатка. And all these three groups count as carbohydrates. И все эти три группы веществ также находятся под зонтичным термином углеводородов. But they have different properties, Но у них, соответственно, свои исключительные свойства. and they act differently in our bodies. И, разумеется, в нашем организме они ведут себя по-разному. They affect our bodies in different ways. Они влияют на наше тело в разных степенях. Maybe you recognize this. Может быть, вы узнаете это. Sugar levels, you see? Гликемический индекс. Glycemic Exactly. index. So on the y-axis we have blood sugar, Здесь у нас уровень сахара в крови. and on the x-axis we have time, А здесь у нас время.
And over here we consume food that contains carbohydrates. А в данной точке мы с вами употребляем еду, которая Can you содержит see over углеводороды. there? Видите? Can you see here? Можете? Все Good. это? So someone was saying glycemic index. Кто-то говорил гликемический индекс. And glycemic index is a measure of how quickly and how much the blood sugar level increases after we eat carbohydrates. Гликемический индекс показывает, насколько быстро повышается в нашей крови уровень сахара после того, как мы употребили пищу, богатую углеводородами. And food with a high glycemic index will give us a very quick and high increase in the blood sugar level. Еда с высоким гликемическим индексом покажет нам очень быстрый, очень резкий рост уровня сахара в крови. And what happens then is Что случается дальше? this is insulin. Это инсулин. And insulin is a hormone in our bodies that help regulate the blood sugar level. Инсулин – это гормон в нашем теле, который позволяет регулировать уровень сахара в крови. Insulin is also a signal to our bodies to absorb the sugar and turn it into fat. Также инсулин занимается тем, что контролирует тот сахар, который поступает в организм, и превращается затем в жир. And that's probably something we don't want to happen. Ну, разумеется, это то, что мы не хотим, чтобы с нами случалось. Food with a low glycemic index gives a much lower and long-lasting increase in the blood sugar level. Еда с более низким гликемическим индексом показывает на этом графике, что насыщение происходит гораздо менее быстро и длится гораздо дольше. And it also gives a much lower insulin release. И, разумеется, еда с низким гликемическим индексом стимулирует меньшую выработку инсулина. But then how does this happen? Как это все происходит? Move around a little bit. So here I have 3 bowls. I will hold them up so you can see them. Здесь вы видите на столе 3 мисочки. Я их подниму, чтобы вы получше потом увидели. In the first bowl, I have something that looks very much like small pieces of purple yarn. В первой вы видите маленькие кусочки темно-фиолетовой пряжи. But today, this is simple carbohydrates like sugar. Представим, что это простые углеводороды, к примеру, сахар. Because they are very small, they get absorbed very quickly into the blood. Так как они очень маленькие, то в кровь они также всасываются очень быстро. That's why we get a very quick and high blood sugar increase. Вот почему у нас очень быстро поднимается уровень сахара в крови. So these ones have a high glycemic index. Вот у них, у этого сахара, представляем, что это сахар, у него очень высокий гликемический индекс. And they give the red graph over there. Разумеется, они соответствуют красной линии на графике. So then in the next bowl, Следующие мисочки. this looks like longer pieces of Более purple yarn. длинная пряжа темно-фиолетового цвета. These are starches, carbohydrates that are slower with a lower glycemic index. Это крахмалы, углеводороды с более низким гликемическим индексом. The reason why they act differently is that they are more complicated, bigger molecules. Почему они себя ведут по-другому? Потому что молекулы их представлены совершенно в другом формате. Они более длинные и сложнее усваиваются. They're actually built up from these ones, На самом деле они строятся из вот этих небольших молекул, but before they can get absorbed into the blood, но перед тем, как они сосутся в кровь, we need enzymes. нам нужны энзимы. These are enzymes today. Это энзимы сегодня. And the enzymes chop up И энзимы нарезают the starches into smaller крахмалы в molecules. маленькие молекулы. And once they are this small, they can get absorbed into the blood. И как только они становятся именно вот такого небольшого размера, вот тогда они всасываются в кровь. But because it takes some time before the enzymes act, we get the slower response. Но
именно благодаря тому, что нам нужны энзимы, чтобы нарезать их, грубо говоря, на такие маленькие кусочки, у нас занимает больше времени, чтобы они всосались в кровь, и мы видим гораздо менее быстрое насыщение крови сахаром. Соответственно, у них меньший гликемический индекс. And then in the last bowl, I have something that looks very much like a rope. А вот в третьей чашечке очень похоже на веревку кусочки наши. This is dietary fiber. Это диетическая клетчатка. And the thing with dietary fiber is that our enzymes don't work. И самое интересное в нашей клетчатке это то, что энзимы в нашем организме с ней ничего не могут сделать. We cannot digest Мы the не можем fiber. переварить эту клетчатку. What we can do is that we can grind the fiber with our teeth. Что мы можем сделать, так это переживать клетчатку с помощью наших зубов, Break them into smaller pieces, разбить их на мелкие кусочки, but we cannot digest them. но мы не можем их переварить. And because they cannot be broken down, they don't give us lots of calories either. И так как они очень сложно распадаются на молекулы, они не дают нам очень много калорий. So then why do we need them? Do we need them? Тогда вообще они нам нужны, как вы думаете, нужны ли организму такие? What do you think? Yes, they say it's very, very important. It's important. Why is it important? А почему? Почему важно? Cleaning the bowels. It's a cute girl Красивая девушка. and a slightly less cute И girl. менее красивая девушка. If we start already from up here, Если мы начнем непосредственно отсюда, от рта, food that is high in fiber needs quite a bit of chewing. еда, которая богата клетчаткой, она требует от нас больших усилий в пережевывании, скажем так. And when we chew, the food is blended with saliva. Когда мы жуем, разумеется, наша пища, она перемешивается со слюной. And the saliva is rich in enzymes, А наша слюна очень богата энзимами. so the digestion of other carbohydrates is started already here. Поэтому непосредственно переваривание этих углеводородов начинается уже в ротовой полости. The chewing also provides a bit of satiety feeling. Более того, чем больше мы жуем, тем больше насыщения мы ощущаем. So it provides some satiety already before we swallow. Даже перед тем, как мы проглотили кусочек этой клетчатки, мы уже чувствуем какое-то ощущение насыщения. And then when the food travels down to our stomach, И затем, когда еда путешествует в наш желудок, food high in fiber tends to have a lot of volume. еда, богатая клетчаткой, она занимает большой объем в желудке. So it makes us feel full. Поэтому мы чувствуем насыщение. But since it's not broken down, we're not getting calories. Но так как она не перерабатывается, калорий мы не получаем. So food that is high in fiber is often quite low in calories. Поэтому еда, которая богата клетчаткой, она зачастую очень содержит очень низкое количество калорий. And then if we continue down, we get to the intestines. И затем мы продолжаем наш путь пищеварения и переходим в кишки. And down here, the fiber is also providing volume. И здесь клетчатка продолжает создавать нам объем. It helps the movement down there. Помогает процессу пищеварения в кишечнике. But it also feeds the good bacteria that sits down here. Более того, она еще и питает полезные бактерии, которые живут в нашем кишечнике. And those bacteria are a big part of our immune system. А эти бактерии очень важную роль играют в поддержании нашей иммунной системы. And they produce good things. Они помогают улучшить процесс защиты организма. The fiber is important all the way. Поэтому клетчатка важна на всех стадиях пищеварения. And it also helps us balance the blood sugar level. И более того, она еще и помогает нам поддерживать уровень сахара в крови. I'll just get some tissue paper. За салфеточкой вышла. После обеда стоять не совсем. Да, вообще прекрасно. Как нам с погодой повезло, посмотрите.
Okay, so now you learned a bit of chemistry. Итак, сейчас мы с вами немножечко занимались органической химией. Was that difficult? Сложно было? No, chemistry is fun. Химия это всегда веселье. Yes, it is. Okay. Who's up for the next one? Ну что, кто хочет следующую карточку открыть с полезными ингредиентами из наших продуктов? Protein. Белки. Okay, so here we have another cute girl. Так, еще одна красавица. Like we said this morning, the body consists of lots of different cells. Разумеется, как мы сегодня уже прямо с утра с вами говорим, наше тело состоит из огромного количества клеток. Trillions of cells. Просто миллиарды клеток. And we have very many different types of cells in the body. Разумеется, в нашем теле содержится большое количество типов клеток. Here we can see a few of them. Как вы видите, на картинке изображены некоторые типы наших клеток. This is a muscle cell. Это, например, клетка мышц. These are adipose cells, so fat cells. Это клетки жира в нашем теле. Skin cells. Клетки кожи. Blood red cells. Например, красные кровяные частички. And a nerve cell. Ну, разумеется, нервные клетки. But there are many, many, many more. Но, разумеется, их еще огромное множество видов. The cells consist of a lot of water. В клетках содержится большое количество воды. That's why our bodies also consist of a lot of water. Именно поэтому и наше тело содержит огромный процент воды. But another very important building block is protein, like we said this morning. Но, разумеется, еще одна важная составная часть любой клетки – это белок. Именно об этом мы сегодня с утра и говорили. And this maybe looks like the ribbon of a gift. А вот следующая картинка на плакате, возможно, то, что на ней изображено, похоже на бантики с упаковочных коробок. But this is actually the way we depict protein. Но это именно то, как изображаются правильно белки. And if we would take this and we would straighten it out, Если мы, допустим, возьмем вот этот бантик, эту пружинку и распрямим ее, it would look almost like beads on a string. фактически она будет выглядеть как бусинки на нитке. And the beads we have down here. И вот эти самые бусинки, посмотрите на них внимательно. These are amino acids. Это аминокислоты. And in the food that we are eating, there are approximately 20 different amino acids. И в еде, которую мы с вами ежедневно употребляем, содержится более 20 типов аминокислот. In different combinations. Разумеется, в различных сочетаниях. But out of these 20, there are 9 that are considered essential. Разумеется, из этих 20, допустим, видов существует 9, которые считаются абсолютно необходимыми в ежедневном рационе каждому человеку. And essential means that our bodies cannot produce them. Необходимый означает, что наше тело не производит их самостоятельно. We have to have them to survive. Они необходимы для нашего организма, чтобы просто банально выживать. And since our bodies cannot produce them, we need to get them from what we eat. И, соответственно, раз наше тело не производит, раз наш организм не производит данные аминокислоты, нам необходимо получать их из питания. And now I will need 2 volunteers. А сейчас мне понадобится 2 волонтера. Nothing dangerous. Ничего страшного. Come on. You will get this. I said beads on a string, right? Помните, я сказала бусинки на нитке? These are the 9 essential amino acids. Это 9 абсолютно необходимых аминокислот. And you will get egg protein. А вот вы получите белок яичный. So here we have the essential amino acids. Вот необходимые, абсолютно обязательные аминокислоты. And I want the two of you to compare your necklaces Я бы хотела, чтобы вы сравнили вот эти ожерелья, которые у вас есть. and see if you can find the same amino acids. И попытайтесь найти, есть ли у вас одинаковые аминокислоты. So if we start with the purple one,
Начнем с фиолетового. То есть посмотрите, если у вас бусинки одинаковые по размеру и по формату. Is it there? А у меня Can you find it? есть, а как же, есть, конечно. Но вот нужно найти те, которые Is it одинаковые. there? Purple Purple, And- фиолетовое, purple. и вот еще Right? фиолетовое. Где фиолетовое? Yes? So the purple one is there. Итак, фиолетовое, Yeah? там и там. Then the red disc Затем shape one. красное, продолговатенькое, да, правильно нашли. Yes. And the red square А one. еще квадратное красненькое тоже у вас есть, внимательно посмотрите. Да. Yes. And the round white one. И круглое, прозрачное белое. Yes. Мгм. And the gray diamond. И в форме бриллианта серенькое. Gray. Серенькое, есть. Мгм. Yes. And the white disc. И белый диск. Да. Yes. And the pink И grape or продолговатое, oval. овальное, розовое. Овальное, розовое. Мгм. Yes. And the pink square one. И квадратное розовое. Да. Yes. And a white diamond. И белый камушек в виде бриллианта. Белый, прозрачный. Yeah? Да. Good. Ага. So all the essential amino acids are in the egg protein. Итак, как вы видите, все необходимые все необходимые Now I 9 will give you a аминокислот different содержатся one. в протеине яйца. You can say. You can Вы say. можете оставаться. This is, what do you think? Pea protein. Это протеин горошка. So we do the same thing with pea protein. Делаем start ту with же the purple one. процедуру с протеином горошка. Ищем The одинаково. purple Начинаем one с there. фиолетовой. Нашли. Мгм. Purple, yes. And what about the red disc? Красный диск. Yes. Мгм. What about the red square? Красный квадратик. Да. Yes. And the white circle? Белый прозрачный. Кружок. Can you find it? Шарик белый прозрачный. No? Okay. What about the gray diamond? Серый в форме бриллиантика. Yes. Мгм. What about the white disc? Белый диск. No. No. And the pink oval? Розовый овал. Нет. No. And the pink square? Красный прямоугольничек. Розовый прямоугольничек, розовый. No, нет. And the white diamond? И белый ромб. Okay. So then, what about, what do you think? Soy? Soy protein. Соевый протеин. We'll do the same thing. Делаем то же самое. Начинаем с фиолетового. You start with the purple? С фиолетового. Нету. Yes? No. No? No purple. No purple. Okay. And the red disc? Красный диск. No. No. What about the red square? Красный квадратик. No. No? What is it like the? No? What about the white circle? Белый круг. Есть. Yes. And the gray diamond? Серый ромб. Yes. The white disc? Белый диск. Yes. And the pink oval? Овал розовый. Да. Yes. And the pink square? Розовый квадратик. Yes. Yes. And the white diamond? Белый ромбик. Yes. Мгм. Okay. And then, No. Нет, No? нету. No. There is no white diamond. okay. No white diamond. Okay. And then, thank you. What do you think? Whey protein. I think this is potato. Potato protein. Картофельный белок. Белок в картофеле. And we'll do the same thing, starting with the purple. Начинаем то же самое с фиолетового квадратика. Purple? Да. Yes. What about the red disc? Красный диск. No. Yet. Red square? Красный квадратик. No. White circle? Белый круг. Yes. Yes. Gray diamond? Серый ромбик. Yes.
White disc? Белый диск. No. No, yet. Pink oval? Розовый овал. No. Pink square? Розовый квадратик. No. No. And white diamond? И белый ромбик. Yes. Yes? Okay, thank you very much. Thank you. Seat. So why am I doing this? Why are we playing with Зачем мы beads? играли в эту игру с бусинками? You guess? To compare the amino acids that are so necessary for our health. And If we start at the egg protein, we can see that all the essential amino acids are in there. Если посмотрим на белок в яйце, мы видим, что все необходимые аминокислоты присутствуют в составе. This is what we call a complete amino acid profile. Вот что мы называем полноценным профайлом в аминокислоте. But what about the other three? А что насчет других трех? Not looking that good, huh? Не так уж хорошо все выглядит, правда ведь? But if we have a closer look at the three together, Но если мы посмотрим внимательно на три этих белка вместе, we can find that here we have this one, right? мы видим, что в обоих присутствует первый тип аминокислоты. And here we have this one, И второй у нас также есть. and we have this one, И третий присутствует. we have this one, Четвертый в наличии. we have this one, Пятый в наличии. and this one, И шестой в наличии. and this one, И седьмой в наличии. and this one, Восьмой в наличии. and this one. И девятый в наличии. То есть, в принципе, So if we look at the combination of these three, we actually have a complete amino acid если мы profile. посмотрим на комбинацию этих трех белков, то мы видим, что они полностью помогают нам восполнить все потребности в 9 необходимых аминокислотах. Does this combination remind you of something? Напоминает ли вам что-то эта комбинация? Суп. Exactly. And in reality, it's not really this bad. И на самом деле в настоящем времени, в реальной ситуации все не так плохо. In reality, P is maybe short in one essential amino acid, На самом деле в горошке отсутствует одна необходимая аминокислота, and soy is maybe short in one other essential amino acid, а в сое другая одна также отсутствует. and potato protein short in a third amino acid. А в белке из картофеля не хватает третьей аминокислоты, то есть в каждой не хватает по одной. And when they are combined, we get all of them. И когда мы соединяем все эти три источника, натуральные источника белка, мы получаем полный набор необходимых аминокислот. So we have a complete amino acid profile. Как видите, мы получаем полное комплексное решение. And actually, if we go to, for example, Nepal, И, к примеру, если мы с вами отправимся в Непал, which is a very poor country, очень бедную страну, their staple food, the food that they eat every day, is rice with lentils. если мы посмотрим на то, что обычно едят люди в Непале, то они обычно едят каждый день рис и овощи, горошек. And the lentils are normally short in one essential amino acid. И вот в этих овощах, в этом горошке отсутствует одна необходимая аминокислота. Lentils belong with different pulses like peas, beans, and lentils. Да, это особый тип бобовых. And rice belongs with grains, and grains are typically short in a different essential amino acid. А рис принадлежит, как мы все прекрасно знаем, к крупам в каком-то плане, и в нем отсутствует также одна необходимая аминокислота. The amino acid that rice is short in is in the lentils. И именно эта аминокислота, которая отсутствует в рисе, она присутствует в горошке, в бобовых, которые они едят. And the amino acid that is short in lentils is in the rice. Как вы можете догадаться, та аминокислота, которая отсутствует в бобовых, она присутствует в рисе. So when combined, they have a complete amino acid profile. И когда они используют и употребляют в пищу одно и другое, рис и бобовый, они полностью восполняют необходимость в 9 обязательных аминокислотах каждый день. And that's probably not something that the Nepalese people think about. Ну, разумеется, я думаю, что мало кто в Непале задумывается о таких вопросах.
They probably don't even know about it, Они, возможно, даже не знают об этом, but they survived. но они выживают. Goes next. Someone on the second row. Так, кто-нибудь со второго ряда вытащит еще одну карточку? And here we have beverages and nutrition density. Напитки и плотность питательных ингредиентов. Oops. And guess what? We will have more chemistry. У нас еще будет с вами разговор о химии, об органике. Very quiet. Вы что-то очень тихие. Do I look very scary? Элизабет спрашивает, что вас пугает. Да. Скажи, дело-то после обеда. They're saying that they're so quiet after the lunch. Okay, so I should be more fun. Тогда я постараюсь вас развеселить. I don't want anyone to fall asleep here. Разумеется, никто не хочет, чтобы заснули. Okay, so someone tell me, what is density? Как вы думаете, кто-нибудь скажет, что такое плотность? Does anyone know what density is? Знаете, что такое плотность, если мы посмотрим, допустим, the quantity, volume. Yeah, so if I do, oh, that's depends. How much nutrition value on 1 cubical centimeter? That was the suggestion. Sort of. We'll start with this. Классически. Начнем с параллелепипеда, с куба. Okay. Can you see this on time? Yes. If this were water, Если бы это how была heavy вода, would it be? насколько бы это было тяжелое? This amount of water, how heavy? Столько воды, сколько будет весить? 1 kilogram. How do you know that? Откуда вы знаете? Physics. Because this is 10 cubic centimeters. 10 квадратных сантиметров. That's the same as 1 liter. Это то же самое, что 1 литр. And we know that 1 liter of water is 1 kilo. Мы знаем, Right? что 1 литр воды равен Yes. 1 килограмму. Знаем ведь? So the density of water Поэтому плотность воды is 1 kilogram per liter. Плотность воды это 1 килограмм на литр. So a certain volume Определенный has a объем. certain weight. У определенного объема свой вес. Okay? What if we do this? Now I will try to draw two of the same size. Сейчас попробуем нарисовать два квадратика одинаковых размеров, два кубика одинаковых размеров. Okay, so they are supposed to be the same size. Представьте, они действительно абсолютно одинаковые. Now, if this one is iron Если этот сделан из железа, and the other one is cotton, а другой из хлопка, which one has the highest density? в каком из них больше плотность? Iron. Iron. So which one is heavier? Какой тяжелее? Iron. Iron is much heavier. Железо гораздо тяжелее. Yes? Да. The density is much higher. Плотность гораздо выше. Okay? So this is density, okay? Это плотность. Then, if we talk about energy Если мы с вами density, говорим о плотности энергии, what is that? как вы думаете, что это такое? Плотность энергии. How much energy does the product give you? That's one of the suggestions. So, a certain amount, say we are supposed to eat 100 grams of something, К примеру, мы съели 100 грамм чего-нибудь. okay? We're supposed to eat 100 grams of different foods. К примеру, мы едим различные виды пищи по 100 грамм. If we eat 100 grams of
change colors here. That's a Как думаете, что это? carrot. Exactly, this is a carrot. Да, это морковка. Морковка. Okay, and then we compare that to 100 grams И сравним мы ее со 100 граммами. of something that looks similar. Что-то, что выглядит очень похоже. Мороженое. Ice cream, exactly. Okay, so I'm not saying compare one carrot with one ice cream. Я не говорю, сравните одну морковку и одну Not мороженое. saying that. I'm Yes. saying 100 grams of Я говорю о carrots граммах. 100 грамм морковки with 100 grams of ice cream. и 100 грамм мороженого. Where will we get the most calories? От чего мы получим больше калорий? Мороженое. Ice cream? Я не понимаю по-русски. Okay. Ice cream, right? So the same volume Одинаковый объем gives us different amounts of calories. дает нам различные количества калорий. Okay? If we do Если мы, к примеру, сравним конфеты, that's what's this? Sweets, exactly. конфеты, да. And then we compare that И мы сравним 100 это. grams, 100 грамм again. конфет, помним. 100 grams И and orange. Да, и апельсин. 100 100 grams. грамм, Where do we get the most 100 calories? грамм апельсина. Где получим больше калорий? Конфеты. Candies, of course. Exactly. So the ice cream and the candy have a higher energy density. Именно в мороженом и в конфетах высокий уровень плотности энергии. The same amount Одинаковое количество gives more calories. дает больше калорий. For most of us, we actually want to find foods that have a low energy density. Для большинства из нас очень важно находить для питания продукты, у которых гораздо пониже уровень этой плотности энергии. If we eat 100 grams of something, we want few calories. Разумеется, если мы съедаем что-то, мы хотим как можно меньше калорий получиться. And that's not necessarily because we want to lose weight, И совсем не обязательно это относить только к тем, кто хочет похудеть. because not everyone wants to or needs to, Потому что не все хотят, и далеко не каждому нужно. but most of us have a sedentary job. Но, разумеется, у многих из нас есть свои желания. And we drive our cars, Ну, например, мы ездим на машинах. and then when we come home, we, И, разумеется, когда мы приходим домой, мы включаем телевизор. right? So we don't burn off that many Мы calories. не сжигаем большое количество калорий. People who go to the North Pole to see polar bears and lots of ice and snow, Например, те люди, которые отправляются в экспедицию на Северный полюс для того, чтобы повидаться с медведями, северным сиянием и многим еще чем, they may very well drink vegetable oil они, в принципе, могут пить чистое растительное масло. because the energy density is high or low. Как вы думаете, плотность энергии там больше или меньше? High, very high. Там будет очень высокое количество калорий, очень высокое количество энергии. So before they go to the North Pole, they want to build up some insulation. Разумеется, перед тем, как они отправляются на Северный полюс, они хотят конкретно подготовиться к этому, набрать вес, жир, Some storage. запасы в прямом смысле этого слова. And then drinking oil is one way of doing that. И, разумеется, пить растительное масло из банки – это один из способов добиться результата быстро. Maybe not very tasty, Может быть, не очень вкусно, but for them it's good. но для них это простой и оптимальный способ. For us it's not good. Разумеется, не для нас. So that's energy density. We want to find foods that have a low energy density. Разумеется, мы хотим фокусироваться на продуктах с низкой плотностью энергии. But then what about nutrient density or nutrition density? А
Что же мы тогда скажем о плотности питательности? What does that mean? Как вы думаете, что это значит? How many nutritional ingredients are there? Sort of. This is if we say we are supposed to eat 100 calories К примеру, если мы скажем, что нам нужно съесть 100 калорий, of different foods, любой разной абсолютно пищи, where do we get the most nutrition? откуда мы получим больше пользы? Okay, I'll show you an example. We Покажу take вам пример. our we take our ice cream again, Возьмем снова мороженое. and we take our carrot, И морковку. and we eat 100 calories. И мы съедим 100 калорий From the carrot and from the ice cream. из морковки и из мороженого. Where do we think we get the most nutrition? Откуда пользы больше получим? Из морковки. The carrot. So the nutrient density is higher in the carrot. Плотность полезных ингредиентов, разумеется, выше в морковке. The energy density was higher in the ice cream. А вот энергия гораздо больше, гораздо выше была в мороженом. You see the difference? Видите разницу? Энергия и польза питательных ингредиентов. Yes? No? Да? Нет? Yeah? And if we compare Если мы сравним our candy нашу конфетку with our orange, и апельсин, and we eat 100 calories, и съедим 100 калорий, where will we get the most откуда nutrition? получим больше питательных ингредиентов? Из апельсина. Orange. The orange, exactly. So the nutrient density is higher in the orange. Разумеется, плотность полезных ингредиентов гораздо выше в апельсине. Each calorie gives us more nutrition, Каждая калория приносит нам питательные ингредиенты. but the energy density is higher in the candy. Плотность энергии гораздо выше в конфетах. Is that okay? Понимаем? Yeah? Then here we have lots of different meal beverages. Как видите, у нас здесь представлены различные варианты напитков. And the point here is that they have different energy densities and different nutrient densities. Разумеется, в них содержится разный уровень плотности энергии, плотности полезных ингредиентов. And above all, we think about a meal with a meal beverage. The meal is what will make us feel full. Разумеется, мы когда думаем о приеме пищи, мы думаем о еде, разумеется, и о напитке. Это то, что позволит нам ощущать насыщение. The beverage is more or less just rinsing it down. Более того, напиток помогает нам ускорить процесс пищеварения. But then, if we have a can of Coca-Cola with our food, К примеру, если мы с вами выпьем баночку Кока-Колы алюминиевую вместе с нашим, допустим, обедом. this is the old-fashioned aluminum can. It's Okay. only 33 centiliters. 33 миллилитра, 0,33 миллилитра содержания Кока-Колы. Nowadays, Coca-Cola is often sold in 50 centiliter bottles. No, they don't in our region. No? No. Она говорит, что у них, допустим, в регионе больше популярностью пользуются полулитровые алюминиевые банки. This can comes with 35 grams of sugar. В этой баночке алюминиевой 35 грамм сахара. That can brings another 135 calories to the meal. Разумеется, эта баночка добавляет 135 калорий к нашему приему пищи. But it doesn't really make us feel full. Но она не помогает нам получить чувство насыщения от еды. It's just something we drink with the Просто meal. то, что с чем мы запиваем еду, и все. The glass of wine, Бокал вина. Is it dry wine or... this is red wine, it only has 2 grams of sugar.
2 грамма сахара. It has to be really good for us, На самом деле, кажется, что он действительно хороший для нас. don't you think? Разве не так? It's only 2 grams. Only 2, всего лишь 2 грамма сахара. But this glass gives 140 calories. Но этот бокал дает нам 140 калорий. Where did those calories come from? Откуда же тогда эти калории? Откуда они взялись, если сахара всего 2 грамма? What do you think? Что думаете, откуда калории взялись? Alcohol. Алкоголь, да. Yes. So if we look at different macronutrients, Если мы посмотрим на примеры, we have protein, у нас есть белки, we have fat, есть жиры, we have carbohydrates, есть углеводы, and then we actually put alcohol in this group as well. и можем поместить в эту группу также еще алкоголь. Although I would like to add a dotted line here, Конечно, хорошо бы ее отделить пунктирной линией, because alcohol doesn't really provide us with anything but alcohol. потому что алкоголь нам ничего не добавляет, кроме алкоголя. But still, it's considered macronutrients. Но он также считается макронутриентом, представляете? Macronutrients are energy-giving substances. Макронутриенты – это те субстанции, которые дают нам энергию. So now, if we have a look at 1 gram of each one here, Если мы посмотрим на 1 грамм каждого, does anyone know how many calories we get from the protein? то не знаете, сколько у нас калорий в 1 грамме протеина? Yes? No. Any guesses? Может быть, попробуем угадать? 4, 8, See, you knew. 4. 4. What about the fat? А что насчет жиров? 9 or 8? 9. Good. 9. And what about carbohydrates? А что насчет углеводов? 4, 6, Any other guesses? 4. 4. And what about alcohol? А что насчет алкоголя? 20. 20? It's 9, not, 9, not 9, really that bad. 9, точно 7. 7. But whilst protein and fat is actually something that our bodies need, А в то время как белки и жиры, на самом деле то, что необходимо нашему организму, and carbohydrates we also need because of the fiber, because it provides us energy, etc., etc. и углеводы на самом деле нам тоже нужны, потому что мы же помните, полезная клетчатка, которая необходима нашему организму, она дает нам и энергию. Alcohol is just alcohol. Алкоголь просто алкоголь. Doesn't give us anything else. Ничего нам больше, кроме алкоголя, не дает. But it gives us almost as many calories as the fat. Но дает нам практически столько же калорий, сколько жира. So that's why we get that many calories from the wine. Вот почему мы так получаем много калорий от вина. Let's have a look. What's next? Okay. Okay. So now, this glass of beer Итак, этот стакан пива contains 12 grams of sugar. содержит 12 граммов сахара. It's not as bad as the Coca-Cola, Не так плохо, как у Кока-Колы, but it still gives us 188 calories. но калорий 188 сразу за один бокал. And that is because beer also has a lot of carbohydrates. И это благодаря тому, что в пиве содержится огромное количество углеводов. And of course alcohol. И, разумеется, алкоголь. And I don't know about you, but the people I know who like beer, they tend to drink not only one, Я but не знаю several. насчет вас, но вот те люди, которых я знаю, которые любят пиво, они обычно не ограничиваются одним бокалом пива. Is that Гораздо right? больше, да. Мгм. So Не, ну у них 188 calories times Побольше, чем у всех. Итак, 3, 188 4, 5. калорий умножаем на 2, 3, 4, 5, сколько, как говорится, обычно выпивают. So no wonder we tend to refer to this as a Их сразу beer. видно, да. Разумеется, мы сразу вспоминаем В общей о массе их видно. животике. У них живот выделяет их.
is freshly squeezed orange juice. Свежевыжатый апельсиновый сок. That has to be really good for us, На right? самом деле кажется, что он очень полезный, правда ведь? There's tons of vitamin C in there. Огромное количество витамина С. The nutrient density is high or low? Как вы думаете, содержание полезных веществ много или мало? Не, полезно? Nutrient density is Да, нутриенты. actually pretty high. Содержание нутриентов высокое, витамин С, полезно. But there's 33 grams of sugar. Но там 33 грамма сахара. Of course, this is not added sugar. Разумеется, это не тот сахар, который добавлен нами специально в сок. Глюкоза. А на сколько грамм? Нет, это And it's naturally occurring sugar. Это естественный сахар. But the thing is that this bottle, 38 centiliters, that is quite easy to drink. В этой бутылочке 38 миллилитров. It is squeezed from almost a kilo 380. of oranges. Оно It's squeezed from almost a kilo of oranges. чтобы получить эту бутылочку, выжимают практически 1 килограмм апельсинов. So now I have a question to you. И у меня вопрос к вам. How often do you eat 1 kilo of oranges in one go? Как часто вы съедаете килограмм апельсинов за один присест? Do you do that often? Один. Нет. No. Один. If you would do that, how would you feel? А если бы вы это сделали, как бы вы себя чувствовали после килограмма апельсинов? Do you think you would feel full? Наелись бы? That would be like a whole meal, right? Yeah? Как будто You вы would do a lot полностью of поели. chewing, И много бы жевали. and here you just whack it down, А здесь вы просто выпиваете фактически за один залп. right? So you are for sure getting vitamin C, Разумеется, вы получаете большое количество витамина С, but you're also getting the sugar from almost a kilo of но oranges. плюс вы получаете фруктозу из практически килограмма апельсинов. This bottle has 190 calories, В этой бутылочке 190 калорий. but you're missing out on the fiber, Но, разумеется, вы не получаете клетчатку. you're missing out on the satiety feeling, Разумеется, вы не получаете чувство насыщения. you're missing out on the chewing, Пропускаете весь этап жевания. and then you will drink this together with the meal. И плюс вы выпиваете бутылочку этого сока еще в дополнение к вашей пище. So you will get the calories from the meal and the calories from 1 kilo of То oranges. есть вы получаете калории от вашего приема пищи плюс от килограмма апельсинов. So although the nutrient density is quite okay, Несмотря на то, что плотность содержания полезных ингредиентов довольно высокая, the energy density is also very high. плотность энергии также очень высокая. It is a concentrated form of energy. Это концентрированная форма получения энергии. Фильм «Сахар». And then the next one, Следующее это у нас коктейль. this is a smoothie, Смузи. Взбитые So, фрукты. blended fruit and berries, Фрукты и ягоды в блендере смешанные. Смузи. Смузи. maybe some juice, Может быть, немного сока добавлено. but it's all natural, Но все очень естественно. no added sugar, Никаких дополненных вредных лишних сахаров. Кока-кола. and still it has 43.8 grams А of sugar. при этом там практически 49 граммов сахара. And it has 228 calories. И 228 калорий. And it's still quite easy to drink the whole thing И, together with the кстати, meal. очень просто выпить такую бутылочку смузи вместе с приемом пищи. So it is a concentrated source of calories again. Это основа, концентрированный источник получения калорий. And because this drink is all nice and smooth, there are no pieces in it, И плюс из-за того, что все эти ингредиенты были перемешаны в блендере, то консистенция получается очень легко усваиваемая. Да. my guess would be that they took out all the fiber. Как вариант, представьте, что из всех этих ягод и фруктов просто взяли и убрали всю клетчатку. So if we were to eat all the fruit and berries separately, Если бы мы все это съели просто в виде фруктов и ягод,
it would definitely fill us up. разумеется, мы почувствовали насыщение сразу. The next one is a medium-sized milkshake. А следующее это коктейль молочный среднего размера. And if you ask me, this is not a meal beverage. Если бы вы меня спросили, то это не напиток в дополнение к еде. This is something I would call a dessert. Это то, что я бы назвала десертом. People drink it as a meal beverage А при этом люди пьют ее просто запивая еду. to go with their fries and their hamburger. Например, вместе с бургером или с картошечкой фри. And if we're in the States, they have a super size instead. Разумеется, если мы отправимся с вами в Америку, то увидим, что там размеры M не популярны. Там XL, XXL. But we stay moderate. Мы будем придерживаться So среднего we have a размера. medium-sized one. Размер M. And this one has 46 grams of sugar. В данной таре 46 граммов сахара. It has 320 calories. И 328 калорий. So to have that milkshake together with a meal is more or less like having 2 meals. Фактически, если мы употребляем данный напиток вместе с едой, мы получаем 2 приема пищи, соединенные в одной. So this is what I call a dessert, Вот почему я называю это десертом. meaning that this is a special treat that we have very seldom. Фактически говоря о том, что данный вид пищи мы должны употреблять очень редко. And then we eat it as a dessert, as a meal. И мы предполагаем, что это будет употребляться как отдельный прием пищи, как десерт, Not to go with a whole meal. а не запивая нашу обычную еду. This one is something that many parents in Sweden would give their kids. А это то, что многие родители в Швеции дают обычно своим детям. It is normally sold in half-liter bottles, Обычно подается в полулитровых бутылках. this big, but can also be in a smaller carton. Может Size. быть и в картонных пакетах поменьше размером. And it does have a little bit of juice in it, В данном продукте содержится небольшое количество сока, but most of it is water, sugar, and flavoring agents. но большая часть, конечно, это вода, сахар и вкусовые добавки. And the 50 centiliter bottle, В бутылочке, the bottle like фактически this, полулитровой бутылочке, has 52.5 grams of sugar. 52,5 грамма сахара. But it's like water, so it's very easy to drink the whole thing. Фактически очень легко выпить эту полулитровую бутылочку, она как водичка. And it provides 225 calories. 225 калорий за прием. Then the last one, И последнее. I don't know if I'm getting old. Не знаю, может быть, я старею. No You see sugar, anything? no sugar. Nothing? Nothing. Not a single grain? That's useless. There's nothing. It's an empty bag. Пустая, абсолютно пустая тара. What do we use this for? For sugar. Зачем нам она? Для сахара? Растима. This is nothing. I mean, this is actually, out of all these, the only thing we need. На самом деле это единственный напиток, который нам нужен из всех перечисленных. The only beverage we need. Единственный напиток. Because our bodies consist of 60 or 70% of water. Потому что наш организм состоит от 60 до 70% воды. So I'm actually water from here and down. Поэтому, допустим, представьте, я состою из воды от того, где я сейчас держу руку, и вниз. And because I exhale water, И из-за того, что я выдыхаю and воду, maybe I sweat a little bit, и, ну, разумеется, потею, как все мы, I lose water all the time. я теряю воду постоянно. So I need to refill. Поэтому, разумеется, мне нужно пополнять запасы воды в организме. And then water doesn't give me any sugar, Ну, разумеется, вода не содержит никакого сахара, doesn't give me a single calorie, никаких калорий, but it does provide my body with what my body needs. но, разумеется, дает моему телу то, что ему нужно. So this is the best possible meal beverage. Поэтому это самый оптимальный, идеальный вариант напитка к вашему стандартному питанию. This was my water, right? Yes. Just got inspired. Вдохновила рассказ.
У нас фильм же недавно вышел «Сахар». Прям Да. к просмотру рекомендую. Российский? Нет, он не российский, но у нас он в России вышел с российским переводом. Я его когда посмотрел, я вот узнал как раз про напитки. После этого я когда зашел в ресторан, не хотелось вообще ничего кушать. Документальный. The sugar movie. Yeah, it's good. Она подтверждает, что классный фильм, она его тоже смотрела. Вообще очень крутой. It's very good. Очень Хорошо. Да. That movie, for those of you who didn't watch it yet, is showing how we're getting sugar from all sorts of foods that we buy. Этот фильм показывает то, откуда мы получаем, из каких источников наше тело получает сахар. Because if you prepare food from scratch, like they do here, for example, Например, если вы готовите еду абсолютно из сырых продуктов, как, например, здесь готовят повара, then you know exactly what is in the food. тогда вы точно знаете, что находится в данной пище. But if you buy pre-processed food, Если вы покупаете полуфабрикаты, you buy ready-made meatballs, например, котлеты готовые, you buy ketchup, или tomato кетчуп, sauce, you buy some pastries например, выпечку, or some bread, или хлеб. there's sugar everywhere. Сахар на самом деле везде. And certain foods that people consider healthy, И есть некоторые виды продуктов, которые многие люди считают на самом деле полезными. the type of foods that were used in that film, Например, те виды продуктов, которые были показаны в данном фильме. are packed with sugar. И все эти полезные, в кавычках, продукты, они наполнены сахаром. And what happens is you're getting lots and lots of extra calories, but without nutrition. А что получается? То, что наш организм получает огромное количество дополнительных калорий без необходимых полезных ингредиентов. But I can strongly recommend that. Так что обязательно посмотрите, кто не смотрел. Who Очень goes рекомендую. next? Someone over here? Кто хочет вытянуть карточку? Ну, после фильма я понял, что Кока-Кола полезней свежевыжатого сока. This is something I think you need. Это то, что, мне кажется, вам очень нужно. Размяться. Yes? Up and hop. Встаем. Oops. So you get up and you get that blood moving all the way up to the ceiling and up on your toes. And on the sides. And then you give yourselves a good hug. Good. Do you know that when they compared two different groups of people, Когда, знаете, был такой случай, сравнили две абсолютно идентичные группы людей, two groups with the same type of jobs, абсолютно одинаковых работ, sedentary jobs, сидячих работ, who were sitting in front of their computers all day, которые сидели перед экранами своих компьютеров целыми днями напролет. half of them were told to get up every half hour or an hour Половине из них, одной из групп, сказали вставать каждые полчаса. and Просто just вставать. move around a little bit, И просто немножечко разминаться. just a little bit, and then go back to their work. И затем, пожалуйста, садитесь обратно за компьютер. After quite a long period of time, Спустя длительный период времени they compared these two они groups, сравнили снова две группы. and the group that had taken the small breaks, И Да. в группе, где действительно брали вот эти And небольшие moved around the паузы и разминались, had 4 centimeters smaller waist circumference. на самом деле у них было результаты обхвата талии на 4 сантиметра в среднем меньше. They had better blood lipids, the fat in the blood, Было cholesterol. лучшее содержание холестерина в крови. They had better blood sugar control. В принципе, у них были лучшие показатели по анализу крови. And this only came from that Все little. это только благодаря небольшой, маленькой разминочке. Каждый час. So we were not created to sit like this. Разумеется, Бог не создал нас, чтобы мы сидели перед экранами по 9 часов.
We were not made to sit like this. Нас не создавали, чтобы мы сидели по 9 часов за рулем автомобиля. And we were definitely not made to sit like this. И, разумеется, нас не создавали, чтобы мы сидели так просто. We were made to move. Мы были созданы, чтобы мы двигались. That's how our bodies are designed. Это именно то, как создавались наши тела. And every time we kind of kickstart our bodies, И как только мы немножечко даем напрячься нашим телам, just by getting up from that просто chair, вставая со стула, kind of kickstarts the body. фактически это дает дополнительный старт всем процессам в нашем организме. And it does make a difference. И на самом деле разница есть. So if we try to remember, now it's time to get up. Если мы запомним, что сейчас самое время встать, We don't have to go to run marathons. марафоны никто не собирается бегать. We don't have to go to the gym if we don't like it. Не обязательно ходить в спортзал, даже если нам не And work нравится, out like crazy. и с ума сходить за тренажерами. But what we need to do is to think about how we can incorporate movement in our daily work. То, о чем нам нужно подумать, это как добавить чуть-чуть движения в наш каждодневный режим дня. Maybe we can make sure that I walk to get a glass of water every now and then. Ну, к примеру, мы можем ходить за водой каждые полчаса. Or I put the printer in a different room, so I have to walk in there to get my printout. Ну или, например, принтер поставить в какой-нибудь другой комнате, чтобы мне за распечаткой пришлось идти. Or I walk over to my colleague instead of sending an email. Ну или я пойду поговорю лучше с коллегой, чем писать письмо или сообщение. I park my car at the way back at the parking lot, Например, парковать машину в самом дальнем и неудобном углу парковки, so I have to walk. чтобы пройтись чуть-чуть. Or I take the stairs Или, например, подняться на лестницу вместо лифта. instead of the elevator. Вместо лифта. Just incorporate movement throughout the Просто day. подумайте, как вы можете добавить движение в ваш день. Then your bodies will be very happy. И ваши тела скажут вам спасибо. And this is a contributing factor to a long, healthy life. И это на самом деле очень важный фактор для здоровой, долгой и продуктивной жизни. Please come sit. Very quiet. Are they always this quiet? Что вы очень тихие. Всегда такие тихие? No? No? Just today? They say they're listening attentively. That's why they're so quiet. How to read labels. Как читать этикетки? Okay, so quite many years ago, my family and I moved to the States. Много-много лет назад моя семья вместе со мной переехала в США. And we had to try out many different things and sort out many different things. Разумеется, нам пришлось попробовать очень много вещей, разобраться с многими вопросами. We had to find somewhere to live. Разумеется, нужно было найти, где жить. We had to get our American driver's licenses. Разумеется, нужно было получить американские водительские права. We had to get gas, oil, electricity, internet. Разумеется, нужно было позаботиться о всем, что нужно для жизни, от электричества, интернета до непосредственно вопросов заправки машины. We had to buy all our furniture, all our towels and plates and cups and cutlery. Пришлось купить все, от мебели до чашек. And of course this took a lot of energy, И это заняло огромное количество сил, a lot of work. огромное количество работы. But one thing that almost drove us crazy Но то, что всегда доводило нас просто до безумия, was trying to find decent breakfast cereal. это, к примеру, найти качественные, хорошие хлопья для завтрака. If you go to the grocery store in the US, they have like meters of just breakfast cereal. Если вы пойдете в любой супермаркет в Америке, то там целые огромные стеллажи, многие метры с вариантами хлопьев или каши на завтрак. But if you start looking at them, most of it's just crap. Но если начнете смотреть подробно на упаковке, то 90% настоящий ужас. There's tons of sugar in there. Тонны сахара. And the complicated thing that almost drove us crazy Но самое сложное, что доводило до безумия, is that they don't declare things per the same volume.
the same amount. что они не пишут о содержании веществ в одинаковых количествах. They give all nutritional values per serving. Они говорят о полезных ингредиентах на порцию. And the thing is that a serving can be 30, 40, 50 or 55 grams. А все дело в том, что порция может быть 30, 40, 45, 50, 55 грамм. So to be able to compare, Для того, чтобы сравнить, you more or less have to bring a calculator. нужно фактически тащить с собой калькулятор. So now we will look into how to read labels, Сейчас мы с вами разберемся, как читать этикетки. what to look for. Что искать? And I will need a helper. Нужна будет помощь. You'll be my helper? Поможете мне? Come here. Okay, so we will start with this one. I don't expect you to be able to read all the small print. Я не рассчитываю, что вы сможете прочитать все мелким шрифтом. Okay. Polita. Right? Okay, we will make a short break because now our friends from Kazakhstan are joining Потому что us. наша группа из Казахстана приехала. Very welcome. Добро пожаловать. We have so far, for those of you who just arrived, Для тех, кто только что присоединился, we have talked about proteins, мы уже поговорили о белках, different amino acid profiles. различных аминокислотах, необходимых организму. We have talked about density and different meal beverages, how much sugar and calories they provide. Мы говорили о плотности и о различных напитках, которые содержат определенное количество сахара и определенную пользу приносят нашему организму. We have talked about different types of carbohydrates and how they affect our blood sugar level. Мы поговорили о разных видах углеводов, как они влияют на уровень сахара в крови. What else? Did we cover anything else? No, that was it. And now we're going to talk about how to read labels. А сейчас мы поговорим о том, как разобраться с этикетками продуктов, как читать правильно все полезные данные. Because although nutritional panels like these look very similar, Потому что на самом деле содержание полезных ингредиентов на этикетках продуктов, они выглядят очень похоже. it's not always easy to know what to look for and how to compare different foods. Очень сложно иногда понять, что же мы ищем, как мы будем сравнивать виды еды. And in this example, we have frozen peas, И в этом On the left. примере у нас есть замороженный горошек слева, and we have canned peas on the right. и у нас горошек маринованный в банке справа. So garosze and garosze. Только фактически Same. свежий замороженный и консервированный. Yeah? The serving size in this case is the same, 1 cup and 1 cup. Размер порции одинаковый. Одна чашка и одна чашка. The number of calories per serving is 60 and 60, so equal. Количество калорий на порцию также абсолютно одинаковое. 60 что там, что там. So garosze, garosze. Same amount, Одинаковое количество. same amount of calories, Одинаковое количество калорий. so they're equal, right? Но получается, что они одинаковые, правильно? No, of course not, because then it would not be fun. Конечно, нет, иначе бы это было не так весело. If we have a look at sodium, Если мы посмотрим на содержание соды, the frozen peas have 125 milligrams. в замороженном содержится 120 миллиграмм. The canned peas have 380 А вот в milligrams. консервированном 380 миллиграмм. So if anyone has a high blood pressure И если у кого-то высокое давление, он страдает от высокой гипертонии, or has been told to avoid sodium for some other и reason, кому-то, допустим, сказали избегать высокого содержания соды в диете, buying the canned peas is not a good idea.
купить консервированный горошек, это совсем не прекрасная идея. So that extra sodium comes from the salt that is used when the peas are canned. Данное количество объясняется тем процессом, который заключается в консервировании горошка. And then, if we look closer, we will also find that the frozen peas have 30% of the recommended amount of vitamin C. И мы также увидим, что в горошке содержится 30% рекомендованной нормы витамина С. The canned ones only have 10%. А вот в консервированном только 10%. And that's because when the peas are canned, they're most probably exposed to heat. И это объясняется тем, что когда мы консервируем горошек, большей вероятностью мы будем использовать высокие температуры для And vitamin C is sensitive to heat. А витамин С очень чувствителен к перепаду температуры. So, горошек. Вот горошек там, горошек здесь. Same, Абсолютно одинаковые, but not equal. но не равные. We should buy the frozen ones. Поэтому обязательно покупаем замороженный свежий горошек. Что? Сода. Содиум – это не соль. Соль. Содиум – сода. Сода появляется при модерации соли. Это тоже производная органическая химия. Да. Okay, I need another helper. Понадобится еще помощь. Someone? You can help me? Here we have a different set of labels. Here we have brown rice on the left, Коричневый рис слева and we have white rice on the right. и белый рис справа. The serving size is 100 grams and 100 grams. So in this case, they're 100 same. грамм. Одинаковая. И там, и там. The brown rice has 111 calories. В коричневом рисе 111 калорий. The white rice has 130. А в белом рисе 130 калорий. So we're getting more calories from the white rice. Получаем больше калорий от 100 грамм белого риса. Okay. If we have a look at the dietary fiber, А если посмотрим на содержание диетической клетчатки, the brown rice gives us 2 grams of dietary fiber. в коричневом рисе у нас 2 грамма, The white rice gives us 0 а вот в grams. белом рисе 0 граммов клетчатки. So in this example, the white rice gives us more calories and no dietary fiber. И выходит, что в данном примере белый рис дает нам больше калорий, и фактически в нем отсутствует полезная диетическая клетчатка. So we have rice, По идее, и там рис, и тут рис. same, Абсолютно одинаковые, but not equal. но на самом деле нет. And we should buy И нам нужно купить что? Коричневый the рис. brown rice. Exactly. Thank you. Спасибо. Okay, Еще, one more strong helper. еще помощь. Yes? Оливковое масло и кокосовое масло. So here we have olive oil Оливковое, and coconut oil. кокосовое. The tricky thing here is that olive oil has the serving size 15 milliliters. А порция оливкового масла 15 мл. The coconut oil states 1 tablespoon and 14 grams. А вот в кокосовом масле написано 1 столовая ложка или 14 грамм. Are they equal? А это одно и то же, как вы думаете? Can we compare them? Можем сравнивать? Можем сравнивать порцию оливкового? We can, because 1 tablespoon is 15 milliliters, Можем, потому что в одной столовой ложке 15 мл. but not everyone knows what the. Но не каждый знает об этом. If we have a look at the calories, the olive oil provides 120. Если посмотрим на калории, то в оливковом масле 120 калорий, The coconut oil provides 130, so very а в similar. кокосовом 130 калорий. Очень-очень близко, в принципе, результаты.
The total fat content is 14 grams in the olive oil Общее содержание жира 14 грамм в оливковом масле and 14 grams in the coconut oil. и 14 грамм в кокосовом масле. Same. Абсолютно одинаково. Are they same? Они одинаковые? No, of course not. Конечно же нет. If we continue looking, we will find that olive oil provides 2 grams of saturated fat. Если мы посмотрим дальше, то мы увидим, что оливковое масло предоставляет 2 грамма насыщенных жиров. Saturated fat is the fat that increases bad cholesterol. Насыщенные жиры – это те жиры, которые увеличивают содержание плохого холестерина в нашей крови. It increases the risk of cardiovascular disease. Она увеличивает риск заболевания сердечно-сосудистыми заболеваниями. So it's 2 grams in the olive oil. 2 грамма в оливковом масле It is 12 grams и in the coconut oil. 12 граммов в кокосовом масле. 12. So the same total fat content, Практически одинаковое содержание жиров, but completely different types of fat. но абсолютно разные виды жиров. So in this case, we should buy В данном случае мы должны покупать olive oil. оливковое масло, конечно. Okay, last example before we take a break. Последний пример перед перерывом. Someone strong? Кто-нибудь еще помогите, пожалуйста. Someone quick. Now we come to my breakfast cereal. Перешли наконец-то к завтраку моему. So 2 different types of breakfast cereal. 2 разных вида хлопьев для завтрака. This one has a serving size of 30 grams. Здесь 30 грамм порция, This one has a serving size of 40 grams. а справа 40 грамм порция. The one on the left gives me 100 calories per serving. Слева за порцию 100 калорий, The one on the right has 130 calories. а справа 130 калорий. So now, of course, it's easy to think that this one gives me fewer calories, so it's better. Довольно просто подумать, что та, что слева, дает мне меньше калорий, значит, она для меня полезнее. But then we need to think about the fact that we're comparing apples with pears, Но здесь or нужно not понимать, equal что amounts. мы сравниваем яблоки с грушами, то есть не абсолютно одинаковые. There's quite a big difference between 30 grams and 40 grams. Есть очень большая разница между 30 граммами и 40 граммами. So that's something we need to think about. То, что нам нужно помнить и держать в памяти. And in this case, we would more or less need that calculator. И здесь вот нам как раз понадобится тот калькулятор, о котором я говорила. Обыкновенный калькулятор, чтобы сравнить порции. And now it's time for a break. И сейчас у нас время перерыва. Ska de veta eller?